привет, девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такие наимилейшие косынки крючком. Вяжутся они максимально просто и очень быстро, так как у нас здесь квадратики очень маленькие. Косыночку можно связать за пару часов. Пряжа у нас Yarn Art Jeans. Состав 45% акрил, 55% хлопок. Все три цвета, которые я здесь использовала, напишу на экране, и расход также напишу в описании под видео. Я буду вязать крючком номер 3,5. Вы можете вязать тройкой, 3,5 и четверкой, какой вам будет удобнее. Если вы также захотите связать парный комплект, да, к примеру, вот на ребенка, на себя, либо на животное и на себя. Чем отличается вот эта маленькая косынка от большой? Просто здесь мы не довязываем один ряд, еще один ряд обвязки. То есть здесь вот мы вывязываем квадратик, здесь также вывязываем квадратик, но потом еще дополнительный ряд обвязки делаем. Для косынок нам потребуется 6 полноценных квадратов и 4 треугольника. Начинаем вязание квадрата с серединки цветочка. Для этого в скользящую петлю, кольцо амигуруми, либо волшебное кольцо, набираем 8 столбиков без накида, обычным способом. То есть делаем вот такой обхват нити на 2 пальца, продеваем крючок вовнутрь колечка, делаем закрепительную петельку. Это у нас не считается за столбик, просто мы подсоединились к колечку. И вот прям в колечко вяжем 8 столбиков без накида. Вот этот кончик нити держим параллельно нашему колечку, то есть захватываем его в том числе. Так, провязываем первый столбик без накида. Девчонки, кто неопытный, кто теряет всегда первую петельку, отмечайте первую петельку маркером, и вы про нее никогда не забудете. Так, первый провязали, далее в колечко второй, третий. Если кольцо слишком большое, просто так подтяните чуть-чуть, чтобы удобно было держать. 4, 5, 6, 7 и 8. 8 столбиков без накида провязали в колечко. Сейчас берем вот этот вот хвостик наш и, придерживая вот тут вязание, вот так вот затягиваем в кольцо потуже, чтобы в серединке не было отверстия. Вот что у нас получилось. Нить можно обрезать. Далее будет смена нити. Берем новый цвет для наших лепесточков. Подсоединяем нить таким образом. Вот в самую первую петельку, которую мы обозначили маркером, продеваем крючок. Подхватываем новый цвет нити. И через 2 вот эти петельки на крючке продеваем просто соединительным столбиком новую нить нового цвета. Все, вот так подтягиваем. Вот что получилось. Сейчас набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сейчас будем вывязывать наши лепесточки. Будем работать вот с каждой вот этой получившейся косичкой. То есть вот у нас получилось 8 косичек по кругу. И также у нас получится 8 лепесточков. Сейчас будем работать вот с этой вот петелькой. Набрали 3 воздушные петельки. Делаем накид. И сейчас будем вязать пышные столбики. Провязываем в петельку первый пышный столбик. 3 петельки на крючке оставляем. Можно так побольше вытягивать, чтобы лепесточки были более вытянутые. Если хотите, чтобы они были такие маленькие, пышненькие лепесточки, такие прям коротенькие, просто не вытягивайте вот так сильно, как я. Первый накид. Далее делаем второй накид. Вытаскиваем нить. Оставляем. Делаем третий накид. Можно так придерживать наши лепесточки. Третий. И 4 накид. Провязываем в ту же петельку. Вытаскиваем. И все вот эти петельки на крючке. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петелек на крючке. Провязываем одной рабочей нитью сквозь. Закрепляем одной воздушной петелькой. И сразу же переходим к следующей петельке, свободной на нашем кружочке. Делаем накид. Провязываем петельку. Первый накид. Первый столбик, вытягиваем, накид,
в эту же петельку второй столбик, накид, третий, накид, четвертый, и все петельки на крючке соединяем одной нитью. Закрепляем столбиком. И далее вяжем все то же самое, все оставшиеся 6 лепесточков аналогично. Сейчас нам нужно замкнуть в круг наш второй ряд. Ищем третью косичку в нашей воздушной цепочке. Раз, два, третья косичка. Подсоединяем в нее крючок. Берем новый цвет, который мы будем делать нашу обвязку. И продеваем сквозь 2 петельки на крючке просто соединительным столбиком. Все, таким образом мы подсоединили новую нить. Белую нить можно обрезать. И далее с этого места нам уже нужно вывязывать наш квадратик. Сейчас набираем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот сейчас будем работать вот с этими арочками, которые образовались между нашими лепесточками. То есть будем продевать крючок вот сюда, между лепестками. Это у нас будет уголочек. Вот мы набрали имитацию первого столбика с одним накидом. Сейчас сюда же привязываем в эту же арочку еще 2 столбика с одним накидом. Раз. И 2. Далее, когда мы завяжем круг до конца, здесь мы провяжем наш уголочек. Далее ищем следующую арочку. Сразу же в нее провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Раз. 2. 3. Далее вывязываем в следующую арочку наш уголочек. Это пучок из 3 столбиков с одним накидом. Раз. 2. 3. 2 воздушные петельки в уголочке между пучками. Раз, два. И делаем сюда же, в эту же арочку, пучок из 3 столбиков с одним накидом. Раз. 2. 3. Вот, получился наш уголочек. Нас автоматически развернуло на следующую сторону. В следующую арочку провязываем просто пучок из 3 столбиков с одним накидом. Раз. 2. 3. Далее вяжем в следующую арочку между лепесточками наш уголочек. Пучок из 3 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петельки между ними. 3 столбика с одним накидом. В следующую арочку провязываем просто пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее следующая арочка, наш третий уголочек, пучок из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними, 3 столбика с одним накидом. Далее у нас осталась последняя свободная арочка, провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. И вот мы подошли к нашему первому уголочку. Сюда провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Делаем 2 воздушные петельки. И подсоединяемся соединительным столбиком в третью петельку нашей вот этой изначально набранной цепочки. Раз, два. Вот в третью петельку подсоединяемся просто соединительным столбиком. Все, таким образом мы провязали маленький квадратик. Они нам пригодятся для наших маленьких косынок, для детей, либо для животных. На этом моменте можно нить обрезать и связать еще 5 таких квадратиков для маленькой косыночки. Чтобы продолжить вязать нашу большую косыночку, мы сейчас будем вязать следующий ряд обвязки. Сейчас сделаем 3 петли подъема. Раз, два, 3. И будем провязывать вот прям в каждую косичку предыдущего ряда. Вот прям в каждую косичку. Просто столбики с одним накидом. Вот сейчас провязали имитацию столбика с одним накидом. Провязываем столбики с одним накидом в каждую петельку до следующего уголочка. У меня это получилось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. То есть я сейчас провязываю 8 столбиков с одним накидом. Подошли к нашему уголочку. Здесь провязываем точно так же пучок из 3 столбиков с одним накидом в одну арочку, 2 воздушные петельки между ними, и сюда в эту же арочку пучок из 3 столбиков с одним накидом. Раз, два, 3. 2 воздушные петельки, и сюда же в арочку 3 столбика с одним накидом. Далее по этой стороне провязываем 8 столбиков с одним накидом. Далее вяжем, как обычно, наш уголок. Далее по следующей стороне также вяжем 8 столбиков с одним накидом подряд. Далее вывязываем наш уголочек. Далее следующая наша сторона. И провязываем наш последний 4-й уголок.
Вот, закончили вязание. Сейчас подсоединяемся в третью петельку нашей изначально набранной воздушной цепочки. Раз, два, три. Просто соединительным столбиком. Сильно не затягивайте, чтобы край был ровный. Все, нить можно обрезать. Как можно сделать незаметное соединение? Вот мы вытащили нашу нить. В следующую петельку с изнаночной стороны проводим крючок. Вытаскиваем нить через эту петлю на изнанку. Далее возвращаемся наоборот сюда вперед, находим перемычку любую, потом ныряем под косичку, прям выходим в центр косички, вот, и вытаскиваем нашу нить, кончик нити вот сюда тоже на изнанку. Вот такое соединение получается, ничего не видно, и все, ровный край получился. Все, мы провязали квадратик для нашей большой косынки, а также провязываем еще 5 таких аналогично одинаковых квадратиков. Все нити на изнанке просто я завязываю на узелочки, на 2-3 узелочка поплотнее, и вот продеваю кончики между вязанием и отрезаю. Далее для наших косынок потребуются вот такие треугольнички в количестве 4 штук. Сейчас набираем также в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида, как и для квадратиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Подтягиваем наше колечко потуже. Нить обрезаем. Так же, как и на квадратике, делаем подсоединение новой нити. Вот самую первую петельку провязываем, продеваем крючок. Подсоединяем нить наших лепесточков и одной нитью рабочей через 2 петельки на крючке, просто соединительным столбиком. Подсоединили. Сейчас делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И как мы вязали сюда же, да, мы вывязывали наш первый лепесточек в эту же петельку. Но сейчас нам нужно привязать сразу же в следующую. То есть это будет как бы у нас начало нашего лепесточка, вот здесь с этого края. Вот также мы здесь провяжем аналогично. И сейчас мы будем вывязывать сразу же вот этот полноценный лепесток. Делаем накид, провязываем в следующую свободную петельку на нашем кружочке. Первый накид, столбик пышный, второй, третий и четвертый. И одной рабочей нитью соединяем все петельки на крючке, соединяем столбиком. Далее вяжем следующий лепесток. Соединяем столбиком. И еще нам нужно провязать 2 полноценных лепесточка. Вот у нас получилось 4 полноценных лепесточка, плюс вот это начало первого самого. И сейчас провяжем еще один такой же незаконченный лепесточек. Сейчас набираем, вот мы закончили вязание, набираем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И просто соединительным столбиком соединяем вот следующую нашу свободную петельку на нашем кольце. Просто соединительным столбиком. Нить можно обрезать. Вытаскиваем белую нить. Далее подсоединяем в любом месте вот в эту арочку между нашей цепочкой из 3 столбиков с одним накидом и нашим лепесточком. Вот так сюда подсоединяем цвет нашей обвязки. Закрепительная петелька. Делаем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. В эту же арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. В следующую арочку провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее в самую серединку, вершинку мы провязываем наш уголочек. Это пучок из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петельки между ними, 3 столбика с одним накидом. Далее в следующую арку мы провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. И вот сюда вот в последнюю арочку между незаконченным нашим лепесточком и полноценным лепесточком провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. Все, треугольничек для нашей маленькой косыночки готов. Сейчас для большой косынки нам нужно сделать треугольничек побольше. Продолжаем вязание, набираем 3 воздушные петли. 3. Переворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении до нашего уголочка в каждую петельку предыдущего ряда 9 столбиков с одним накидом. В самую вершинку провязываем наш уголочек, как обычно,
пучок из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли между ними и пучок из 3 столбиков с одним накидом, все в одну арочку. Далее по следующей стороне до конца провязываем в каждую петельку просто столбики с одним накидом, 9 штук. Вот такой треугольничек получился. Нить можно обрезать. Вытаскиваем нить и все кончики нити прячем на одной из сторон. Это будет у нас изнаночная сторона. Аналогичным способом вяжем еще 3 треугольничка. После того, как мы связали 6 квадратиков и 4 треугольничка, их можно с изнаночной стороны отпарить, либо отгладить, чтобы они были ровненькие, не топорщились, чтобы их было удобно сшивать. Чтобы не вязать вот все это количество квадратиков с цветочками для того, чтобы показать вам, как соединять косынку, я вот взяла мои квадратики, которые остались у меня от сумочки, когда я вам тоже показывала, как их соединять, квадратики. Вот берем, раскладываем вот таким образом. Далее подсоединяем наши треугольнички. Кстати, кто захочет, можно и вот из таких обычных бабушкиных квадратов связать косынку. Тоже гляньте, как очень классно получается. Такой более простой вариант, тоже очень симпатично смотрится. Как вязать бабушкин квадрат я показывала в мастер-классе вот с этим джемпером. Там все очень подробно описано, переходите туда. Там же мы с вами вязали и треугольнички. Просто регулируйте количество рядов для вашего квадратика. Вот, например, очень подходит для моего квадрата. Вот смотрите, раз, два, всего лишь 3 ряда вот провязанного бабушкиным квадратом. Этого достаточно для косынки. Что касается сшивания наших треугольничков и квадратов, здесь можно сделать 3 варианта. Например, как вот в моих косынках, это наружный шов, да, то есть вот он будет виден снаружи. Либо будет вот такой шов внутри, то есть вы вяжете все идентично, просто прикладываете, наоборот, лицевой стороной друг к другу. Либо еще такой вариант плоского шва, как мы вот делали с вами вот в этом же джемпере из бабушкиных квадратов. То есть сшивайте абсолютно любым способом, какой вам больше понравится. Подробнее про каждый шов я рассказала вот в этом мастер-классе сумочки из квадратов. Там также мы соединяли наши квадратики разными швами. Сейчас для примера я просто быстренько сошью самым обычным швом наружным, как вот эти мои косынки. И потом вам покажу, как нужно обвязывать нашу косынку и вывязывать вот эти завязки. Все, мы сшили все наши квадратики и треугольнички между собой. Я сшила вот таким самым обычным способом, наружным швом. Сейчас будем делать обвязку все наши косынки и параллельно вывязывать вот эти наши завязочки. Подсоединяемся к уголочку нашей косыночки. За обе стеночки петли продеваем крючок. Берем нашу нить, делаем закрепительную петельку. И смотрите, обвязывать, в принципе, можно как угодно, как хотите. Например, чтобы еще чуть-чуть побольше увеличить размер нашей косыночки, можно провязать столбиками с одним накидом вот в каждую петельку по краю. Можно обвязывать просто столбиками с накидом, с соединительными столбиками, полустолбиками с накидом. Провяжите какое-то количество разных петелек, посмотрите, как вам больше нравится, и вяжите таким образом. Делала обвязку столбиками с одним накидом, поэтому сейчас я делаю 3 воздушные петельки. И сразу со второй петельки от крючка в каждую косичку по моему краю просто провязываю столбики с одним накидом. Смотрите, там, где мы делаем обвязку вместе соединения наших квадратиков, чтобы вот не было вот такой ямки при обвязке, просто вытягивайте чуть-чуть побольше наши столбики с одним накидом. К примеру, если вы вяжете так же, как и я, столбики с одним накидом, просто вот вывязывайте их чуть-чуть вытяните. Продевайте крючок в любое место, куда получится, и вот делайте его чуть-чуть посвободнее. И таким образом здесь край будет ровненький. Далее вот следующий, к примеру, также в шовчик можно, еще один столбик. Вот. И далее просто вяжем по нашему квадратику. Подобрались к вершинке нашей косынки. В уголочек мы провязываем просто в арочку 3 столбика с одним накидом. Она нас автоматически развернула на следующую сторону. И по следующей стороне вяжем также до следующего края. Вот мы подходим к нашему уголочку, провязываем последнюю петельку, прям в самый уголок. Далее отсюда мы сразу же должны вывязать наши завязочки. Набирайте такое количество петелек, которое вам нужно, чтобы они хорошо сходились у вас сзади на голове, и завязать можно их было на бантик. Я набирала, не помню сколько, 60 или 80 воздушных петелек. Но сейчас наберу 75 воздушных петель.
Далее в обратную сторону вяжем также столбики с одним накидом. Вот я, как в данном случае, делаю свою обвязку. Столбики с одним накидом. Если у вас другая обвязка, делайте по-своему. Вяжем за задние перемычки, как обычно. Чтобы край наших завязочек вот был красивый с косичкой. Я делаю накид, привязываю во вторую перемычку от крючка, столбик с одним накидом. И так привязываю всю свою завязочку и перехожу автоматически на свою косынку. Вот мы довязали нашу завязку до конца, подошли к нашей косынке. И все то же самое, просто продолжаем вязать по краю. Столбики с одним накидом. Здесь надо будет просто подбирать, в какое место втыкать крючок, потому что здесь у нас по нижнему краю нет ровной косички. Просто вот смотрите визуально, чтобы это было красиво. И втыкайте вот куда получится. И делайте обвязку дальше, до следующего уголочка. Вот мы подошли ко второму нашему уголочку. Точно так же вот провязываем в самую последнюю петельку, в самый уголочек. И набираем такое же количество петелек для завязочек, как и здесь. В моем случае это 75 воздушных петель. И точно так же делаем накид. И со второй перемычки от крючка делаем обвязку наших завязочек. Завязали вторую нашу завязочку. И вот подходим к началу нашей обвязки. Также вот провязываем столбики с одним накидом до самого первого столбика, с которого началась наша обвязка. И просто подсоединяемся соединительным столбиком в третью воздушную петельку столбика с одним накидом. И все, обрезаем нить, вытаскиваем кончик. И точно так же, как и на квадратике, делаем невидимое соединение. Продеваем крючок с изнаночной стороны в косичку, вытаскиваем туда наш хвостик. Далее возвращаемся чуть-чуть назад, ныряем под перемычку, выводим крючок прямо посерединке косички и вытаскиваем в нее наш хвостик. Все, вот такой край получается. Все хвостики завязываем на узелочки и прячем в вязание и отрезаем. Мы полностью довязали нашу косынку. Сейчас можно ее прогладить с изнаночной стороны, чтобы она выпрямилась и была красивая. Вот такая красота у нас получилась. Наши косыночки полностью готовы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.